Однажды, покоряя просторы интернета, на мои глаза попала одна игра под названием Voices of the Void. Если кратко, Voices of the Void — хоррор-игра, косящая под движок Source. Здесь вам предстоит играть за ученого, которого отправили работать на научную станцию по поиску сигналов в космосе. В отличие от других хорроров, которые действуют напрямую по назначению, эта игра будет держать в напряжении весь твой геймплей. В большинстве случаев игра заставляет тебя в поте лица выжидать тот самый страшный скример, от чего становится еще страшнее. Отличием же этого шедевра является полная свобода действий. Ты можешь продать весь мусор на станции, выручив деньги, на которые соберешь робота-помощника, сходить в пещеру, чтобы накопать угля, купить майнинг-ферму и остаться здесь жить с инопланетными существами вдали от цивилизации. В дополнение к этому, каждый божий день будет приправлен событиями, которые перевернут все ваши планы. Моим началом послужило изучение основных механик игры, а если точнее их вспоминания. До этого у меня уже был опыт. Длился он недолго, и с этого времени прошло уже около полугода. Но этого было достаточно, чтобы не ловить затупов и брейнлагов в поиске сигналов. Здесь я довольно быстро нашел сигнал, а также вспомнил, как его обрабатывать. Выглядит нетрудно и интересно. Никогда не знаешь, какие страшные вещи могут записаться в эти сигналы. Встретил ту самую нелюбимую починку серверов путем высчитывания хоть и нетрудных, но довольно подлых выражений, где одна ошибка, и ты ошибся. Подергал рычаги и вбил команду в консоль для уверенности, будто бы я все знаю. Последним в списке была перезагрузка трансформатора, ведь если трансформатор выйдет из строя в самый неподходящий момент, на базе будет твориться хаос. В конце меня встретила зеленая труба, в которой была эта надпись. Пройдя начальное обучение во второй раз, могу уверенно сказать, я готов. Я постараюсь полностью пройти игру, максимально изучить все то, что успею за эти дни. Небольшой спойлер, я так и не успею излазить игру вдоль и поперек. В этом прохождении будет включено порядком 50 дней, и скорее всего в таком темпе у меня реально поедет крыша. По ночам в жизни мне начнут сниться кошмары. Моя спина будет болеть, словно я работал грузчиком без выходных, а вишенкой на торте будет вечная паранойя, что за мной кто-то наблюдает. Это первый ролик такого формата на этом канале. Несмотря на долгое отсутствие, я набрался смелости появиться здесь и вручить вам это. Поэтому поддержите это видео, ведь YouTube явно уже забросил мой ролик на последнюю полку рекомендаций. Не буду тянуть с просмотром, начинаем. Первый день. Для удобства подсчета дней я буду подписывать каждый день. Так будет проще ориентироваться во время игры. Я появился на КПП вместе со своим чемоданом. Игра уже с самого начала подгоняет сюрпризы. С какого-то хрена мой главный персонаж решил, что лучшим вариантом будет приехать сюда ночью. Хотел зайти в КПП через шлагбаум, но похоже сюда любезно поставили невидимую стену. Видимо, чтобы я не сбежал. В чемодане, кстати, был вот такой интересный наборчик, однако здесь явно не хватает автомата. Ведь идти по этому темному лесу без автомата, как по минному полю без сапера. Мало ли какая сволочь выпрыгнет на меня из-за деревьев. А единственное, что я смогу ему предложить, это рулон туалетной бумаги. По пути помимо табличек с указателями я встречал такие странные столбы, будто их поставили сюда совершенно случайно. Путь до базы занял не так много времени. Со стороны кажется, что она будет немного великовата для одного меня. У двери с кодовым замком висела записка, на которой был указан код. Еще с улицы можно было оценить, насколько засрано это место. В гараже я встретил своего четырехколесного спутника, который верой и правдой будет служить здесь оставшиеся 50 дней. Также здесь была еще одна закрытая дверь. Нет, ну вы просто посмотрите на этих свиней. Видимо, им стало настолько стыдно, что они съехали отсюда за несколько дней до моего приезда. Несмотря на это, я понимал, что надо плотно трудиться уже с первых дней. Ведь Voices of the Void — это игра, контент которой невозможно успеть изучить за полный сюжетный цикл. Включив компьютер и зайдя на почту, мне пришло 2 письма, в которых было описание моих задач. В отличие от обучения, вся моя аппаратура здесь была минимального уровня. Понятия не имею, каким образом бывшие сотрудники комплекса справлялись со своими задачами. Нашел свой первый сигнал. Шум поднялся такой, будто я взлетаю прямо к нему. За этими кучами металлолома придется постоянно следить и поддерживать их в рабочем состоянии. Ведь если они выйдут из строя, я сильно замедлю темп выполнения квоты. Может, у бывших хозяев был какой-то фетиш, но по всей базе почему-то лежали манекены. Или может, они и есть те, кто здесь работает. Моим планом было проснуться хотя бы ранним утром, но главный герой решил, что сон для слабаков. В уборной на унитазе, кстати, нашел бургер. Они будут попадаться мне еще не раз. Как минимум еще 20 раз я смогу их повидать. Раз сон для слабых, придется вкалывать всю ночь. Настроил нужную полярность и частоту сигнала. Пока сигнал загружается, принял волевое решение навести здесь порядок. Нашел на складе несколько мусорных мешков. Пусть все и засрано, пока что мусор для меня один из основных источников дохода помимо сигналов. В планах у меня будет закупить как можно больше мешков и наполнить их этими грязными деньгами. На складе второго этажа лежала бумажка с описанием оранжевого контейнера. В него
него я могу складывать все ненужное барахло и отправлять его с помощью дрона. Отнес его в гараж и рядом с выключателем заметил записку с еще одним паролем. Очевидно, этот пароль был от еще одной засранной каморки, в которой, кстати, были очень даже неплохие запасы еды, батареек и аптечки. Помимо куч мусора под ногами попадались различные отходы, которые можно переработать во второсырье. На верстаке лежал старый дневник с перечнью этого самого второсырья. Моей задачей в данный момент является по максимуму забить ящик этим хламом и отправить его для заработка первых денег. Приятной новостью стала находка хорошего ремонтного набора за поддонами. К утру забил свой первый контейнер и вызвал дрона. Вернулся к своему сигналу. При прослушивании стало даже как-то не по себе, словно кто-то или что-то хочет спугнуть меня отсюда. Сохраню этот сигнал до времени, пока не прокачаю обработку. Пустые бутылки из-под пива немного огорчали меня. Мало того, что свиньи, так еще и довольно жадные. И вроде бы нашел целую, но даже ее я успешно проебал. И единственное, что радовало меня, так это мои первые деньги. Первым делом купил себе еще один такой же ящик и еще больше мешков. Продолжил поиск нового сигнала. Забрал ящик с доставки с утра пораньше. А это означает, мне открыт путь в подвал. Вы же не подумаете, что я пойду сюда ночью. Подвал оказался очередным складом с кучей мусора. Заприметил здесь огромную печь. Не уверен пока, что я могу в ней переплавлять. Мне наконец прилетела моя покупка мусорных мешков. И пошло-поехало. Десятки мусорных мешков, горы мусора. Я всасывал в себя все как пылесос. И в конце концов у меня закончились мешки. 83 мусорных мешка. Именно столько мне удалось собрать. По ощущениям, с этой продажи я получу просто немысленные деньги. Потихоньку мусор я начинаю таскать даже с окрестностей. Все-таки деньги просто так на лужайке не валяются. Так заработался переработкой мусора, что уже начал биться головой о двери. 202 монеты мне пришло на счет за кучу мешков. Сразу же заказал еще 12 рулонов. Я сразу смекнул, что столько денег я зарабатываю именно с куч мусора. И столько же я буду зарабатывать впредь, пока он есть на моей базе. Немного обосрался от стоящего за витриной силуэта. Ощущение, будто эти деревянные ублюдки живые. В подвале, кстати, было заколочено помещение. В моих интересах полностью осмотреть базу и убедиться, что никакая тварь не восстанет здесь. А пока что уже забираю заказ с рулонами мешков. Если честно, я настолько увлечен уборкой здесь, что не замечаю, как быстро течет время. Заказал контейнер для продажи. Пора сбывать весь накопленный товар. Продолжил упаковывать горы мусора и между делом быстро настроил сигнал. Уже второй заход с мешками. А чувство, будто этот кошмар никогда не закончится. 141 мешок мусора. Я уже буквально заполнил контейнер одними лишь мешками. Думаю, можно закрепить этот успех стаканчиком кофе. Немного навел еще порядок в своей рабочей зоне. Как минимум, она уже не похожа на скотобойню. На кухне среди мусора разглядел кулинарную книгу. Возможно, когда-нибудь я попробую уделить время готовке. Ведь сейчас я до сих пор сижу на сухпайках. Что меня радует, это наличие рабочей микроволновки и холодильника. Заказал еще целых 15 рулонов мешков. Чем больше денег, тем больше они идут в оборот, и тем самым больше мой доход. Задумался о том, чтобы оставить по несколько штук второсырья на крафт. Не уверен, что после его продажи смогу еще где-то найти мусор. Возможно, это последний мусорный заход, и его больше не останется на базе. И похоже, я был прав. Пришлось уже собирать его в подвале, и даже на улице. К слову, на улице была вот такая огромная куча, которую я так и не смог собрать. До самого вечера я продолжал переработку мусора. Если честно, я уже думаю, будто эта игра совершенно не про поиск сигналов. Словно я устроился сюда уборщиком. На мелочь купил первый уровень обработки сигналов. Может, уже после первой обработки сигнала будет лучше понятно, что в нем. Почти 300 монет с продажи мешков. Купил финальные 5 рулонов, дабы дособирать оставшийся мусор. Уверен, хорошей идеей будет много заказывать под ночь. Ведь пока дрон везет мне мои покупки, я не могу ничего продавать. А если же я ночью буду спать, под утро он успеет довести все товары, и я смогу весь день занять продажей мусора. Прокачал обработку еще до 2 уровня и сверху немного загрузку, ведь сигналы загружаются ну очень уж долго. Диск уже обработался, сразу же оставил его улучшаться до 2 уровня. Все это время я постоянно слышал какие-то странные звуки, и кажется, я нашел их причину. Кусок мусора просто застрял между объектами. Вот так прикол от этих коллизий. На складе был целый ящик деревянных обломков. Отличная идея будет скинуть его вниз прямо к верстаку. Сказать честно, меня не покидает паника, когда я нахожусь на улице ночью. Хоть заказы и падают прямо перед гаражом, но я все равно чувствую опасность. Вот и подошла к концу обработка сигнала. Не сказал бы, что я что-то понял. От этого становится еще мрачнее. Докачал обработку до последнего уровня. Может, после лучшей обработки я начну слышать хоть что-то. Не знаю для чего, но я решил затронуть модули своей базы. Прокачал оповещение изменений радара.
Теперь, когда он будет засекать что-то, то я сразу же буду информироваться об этом. Пока рылся, на складе нашел целые запасы пива, а также довольно немало еды, дисков для записи и огнетушителей. Пора начинать обустраивать свое рабочее место. Нашел бокс для CD-дисков на складе. Здесь ему самое место. Решил, что все диски для удобства буду складировать в этой корзине. В моем чемодане была какая-то мягкая игрушка Killjoy и сертификат. Не знаю, чем таким я заслужил его, но он будет отличным украшением для комнаты. Сплошное разочарование. Хоть и сигнал выглядит довольно мрачно, но я ожидал услышать хотя бы что-то кроме помех. Второй сигнал также ничем не удивил. Поставил в обработку. Может, после обработки на утро он сможет чем-то удивить меня. Время 11 часов, и я иду спать. Ночью что-то меня разбудило. Я вышел на улицу проверить, что это может быть, и как оказалось, это был звездный дождь. Довольно красивое зрелище. Насладившись взором, со спокойной душой лег спать. Но, видимо, игра была другого мнения. Я появился в каком-то измерении. Начала подниматься вода. Хотела залезть повыше, но почему-то не смог. До утра меня больше ничего не беспокоило. Проснулся, когда на часах было 6 утра. Самое время заняться продажей мусора. Бонусом каждый день мне будут сбрасывать по одному ирпу с диском, что почти исключает нехватку еды. Хотел отправить дрона, а он оффлайн. Неужели что-то произошло с вышкой? И это всего на второй день. Полез на эту вышку. Надеюсь, эта лестница выдержит меня, и я случайно не упаду вниз. Действительно, вся проблема была в ней. После починки осмотрелся, аж дух захватывает. Спустился и отнес ящик с вышки. Для продажи он не подходит, но возможно я придумаю что-нибудь складывать в него. Подумал, раз еды у меня так много, можно попробовать продавать сухпайки. На почту мне пришло сообщение от доктора Бао. Сегодня моей задачей является проверить 3 радиотелескопа и отправить один диск 3-го уровня. Видимо, это связано с тем, что я сразу же прокачал 3-й уровень обработки. Купил еще контейнеров для продажи. Они будут доставляться все то время, пока я буду проверять телескопы. Проверять их нужно посредством записывания хэш-кода. Благо шаблон для отчетов здесь имеется. На заметку взял и возможность оформить кредит здесь, что довольно полезно. Для того, чтобы найти телескоп, надо хотя бы глянуть карту. Кое-как смог примерно понять, куда мне надо. Если что, буду ориентироваться по указателям. Сел на квадроцикл и хотел я поехать, но столкнулся с такой незадачей. Я не знаю, кто его разрабатывал и кто придумал такую физику, но он так и норовит приклеиться к какому-нибудь столбу, перевернуться и развернуться на ровном месте. К этому аппарату нужно еще привыкнуть. С первого раза доехал до нужного телескопа. В целом цикл действий выглядит примерно так. Я прописываю команду, которая выводит мне хэш-код, и переписываю его в свою бумажку. Главное в этом деле не ошибиться. Пока ехал до следующего телескопа, решил срезать и разъебался. Повторяю все то, что и в прошлый раз, и еду в следующую точку. Остановился из-за этой большой торчащей коряги, попытался запрыгнуть в нее. Внутри была бочка с 50 упаковками сухпая. Не знаю, что они могут здесь делать, но с их продаж можно заручиться кругленькой суммой. Взял столько, сколько смог, и доехал до базы, чтобы скинуть все добро. Поехал до последнего радиотелескопа, но все никак его не мог найти. Пришлось объездить всю реку, чтобы попасть сюда. Осталось лишь отправить коробку с отчетом. Для этого нужно просто скинуть диск с бумажкой в коробку, и так же, как и в случае с ящиками, отправить дрону. Контейнеров стало действительно много, пора раскидать весь хлам в них. За полученный отчет я получил целых 131 монету. Какой-то доктор Кен сказал, что в этом сигнале действительно есть что-то ужасное. Раскидал немного денег на улучшение, автонаправление полярности, стабильность трансформаторов и скорости обработки пинга. Не забываю также искать и загружать сигналы, ведь чтобы приготовить хотя бы один сигнал, на это нужно убить почти целый день. Пока дрон возил мои товары, я попал в то самое забитое помещение, в котором помимо бургера и мусора не было ничего интересного. В конце концов дособирал мусор с улицы. Теперь с ним покончено. Обработал второй сигнал до 3-го уровня. Очень странный сигнал, но слова, которые он передает, очень пугают. 413 очков я получил за один лишь ящик, в который напихал сухпайков. На моем балансе уже 600 монет. Сразу же принялся прокачивать модули своей базы. Автосохранение сигналов, оповещение серверов, визуализация спектрограммы, а также скорость загрузки, стабильность трансформаторов и серверов, скорость радара и шанс успеха сенсора. Большинство из этих вещей я даже понятия не имею, за что отвечают. Я просто хотел как можно больше вложиться в это, чтобы я мог находить больше сигналов. День идет довольно медленно, а мой персонаж уже хочет спать. Наверное, без допинга я не обойдусь. У меня на базе стоит машина с газировкой. Купив одну за 15 монет, я смог восполнить хоть немного свою стамину. И вдобавок, чтобы уж совсем проснуться, с разбега поцеловал дверь.
В мою голову закралась мысль найти себе помощника. В магазине есть возможность купить для себя робота Керфура, который может составить мне компанию и чинить спутниковые серверы. Теперь помимо прокачки своей базы, моей целью является покупка Керфура. На базе у меня есть много консерв, которые я могу использовать вместо сухпая, однако для их открытия необходимо купить в магазине открывашку. Думаю, это хорошее вложение. К слову, я старался есть все, кроме эрпов. Их я все продавал, так как они имели довольно вкусную цену. Пока у меня было свободное время, к вечеру занялся стучанием молотком по этим ящикам. Ведь с них может упасть что-то полезное. А открыть их голыми руками у меня и не получается. Сломав первый ящик, с него выпали различный резиновый хлам, обломки и даже картошка. Ее я решил хранить в этой корзине, пока не найду возможность ее приготовить. Думаю, что нет смысла прослушивать эти сигналы без обработки. Сразу буду их улучшать до 3-го уровня. Ящики я ломал и в гараже. Если освобожу место здесь, смогу поставить сюда что-то более полезное. Пока долбил дерево, чуть не забыл про ранее купленную открывашку. Оставлю ее на видном месте, чтобы не потерять. Помимо картошки в ящиках еще лежали такие диски. Один из них использовался для моментальной починки сервера, минуя мини-игру. А другой, как я понял, нужен для временной его защиты от поломки. Мой радар время от времени издавал различные сигналы. Все время я их игнорирую, ведь если что-то и вижу на радаре, то это всегда что-то находится очень далеко от меня. И я спокоен. Купил модуль автоматической обработки сигналов. Он сэкономит мне много времени и сил. Ведь теперь я могу сразу ставить обработку диска до 3-го уровня. Также я не пожалел денег и на устойчивость фильтра от шторма. Не знаю, что это за фильтр, но устойчивость от шторма ему явно не помешает. Для начала я хочу прокачать все части моей базы хотя бы до 2-го уровня. Сделал большой заказ на ночь и отправился спать. В этот раз она показалась мне уж слишком темной. В конце концов, мой персонаж проснулся. Я не могу уснуть из-за того, что что-то чувствовал. На улице не было видно низги. Фонари светили так, будто они не источали свет. А ко всему этому я слышал нагнетающий звук, похожий на топот чего-то огромного. Я не понимал, что происходит. Отправился к радару. Эти красные точки мне не нравились. Я даже не понимаю, связан ли этот звук с ними. На часах уже час ночи, а я до сих пор ничего не увидел. Принял отчаянное решение открыть гаражную дверь и увидел какой-то свет. Оказалось, это были глаза. Кто-то наблюдает за мной. Я аккуратно начал выяснять, кто это. И в моменте, как они начали убегать от меня, я успокоился и подумал, что это их максимум. Однако в один момент глаза этого существа покраснели, и я подорвался быстрее к гаражу. Блять. Ноги моей больше не будет ночью на улице. Это существо еще понаблюдало за мной немного времени, а потом меня отпустило. Был ли это кошмар в реальности, или же действительно что-то хотело выйти со мной на контакт? Об этом буду думать утром. Разбудило меня в 5 часов. Позавтракал консервами. Пока хотел достать один сигнал из обработки и положить другой, случайно записал одни данные на другие, и по итогу удалил один сигнал. Я разочарован. День не задался с самого начала. Продолжил загружать второсырье в контейнеры. Скорее всего, сегодня я смогу полностью продать его. Относительно расчистив гараж от ящиков, мне пришла в голову идея перенести металлический стол из своего кабинета. Важной задачей сейчас является проверка радиотелескопов. Построил маршрут, дотащил стол и отправился в путь. Проверяю первый телескоп. Пока спускался, решил срезать путь. Сломал пару костей. Пока ехал до следующего, наткнулся на домики. Судя по всему, бывших рабочих. Помимо мусора в них не было ничего интересного. Только лишь рядом с этим местом была какая-то дыра, за которую мне дали достижение. Здесь было довольно много полезных вещей. От бургера до генератора и бензина. На столе лежала записка, в которой ученые сообщали о получении дополнительной финансовой поддержки по изучению этого места, что позволит им спуститься глубже. Здесь была действительно кладезь сокровищ. Сама по себе дыра представляла из себя бесконечный спуск вниз, с которого был слышен бас. Рядом с этим местом я нашел дыру в заборе с надписью «Свали». Там монстры. Тебя сожрут, и ты умрешь. Пожалуй, поступлю так, как говорит мне игра. Учитывая, каких страшных существ я уже встречал, верю, что есть существа и пострашнее. Добрался до самого дальнего телескопа Ромео. Осмотрел его. Неподалеку я заехал на один из 3 трансформаторов. Почему-то он был заколочен, и здесь было немыслимое количество мусора. Но именно на нем держалась вся моя база. В следующей комнате чего только не было. Не знаю, может ли мне отсюда что-то пригодиться. Интересно, могу ли я этот мусор хоть как-то перерабатывать? С собой у меня были мусорные мешки. Забыл их выложить. Наберу мусор здесь и продам его. В будущем куплю еще больше мешков. Пока ехал домой, чуть не перевернулся на квадроцикле. Моей главной проблемой сейчас является то, что я не могу найти последний телескоп. Я объездил по ощущениям уже всю карту, а его нигде нет. Иронично, что он называется Папа. Мне нравится то, что до сих пор запасы моей базы не идут в минус, а только пополняются. Обработал еще один сигнал, но помимо космического ветра в нем не было ничего интересного. С другой стороны от базы стоял второй трансформатор. Здесь действительно было
дофига лута. Много канистр с топливом, ремкомплект и других запасов. На столе лежала бумажка, на которой был рецепт Молотова. Больше этой ночью. Они продолжают. Эти записки бывшего работника, а по ощущениям полного психа. Ничего хорошего не предвещают. Нашел папу. Главная цель дня выполнена. Ух ты ж ебать, забор. Переработал мусор и подготовил его к продаже. Собрал и отправил заказ дрону. Сложил все канистры в более безопасное место. Если они все взорвутся, то в небо взлетит только мой гараж. Все, не могу привыкнуть к этому гулу по всей базе. Мою панику подкрепляют и сообщения от доктора Йены. Навряд ли на том конце частот есть что-то дружелюбное. 5000 монет. Купил цвет радара. Теперь я смогу определить по точкам, представляют ли они из себя какую-то опасность. Съезжу за оставшими в дупле эрпами. Все-таки на них сейчас можно неплохо навариться. Персонаж устает довольно быстро. Для того, чтобы дожить до вечера, приходится покупать газировку за целых 15 монет. Если нету денег, заменой газировки может стать туалет, который хоть и дает меньше энергии, зато он бесплатный. Нашел сигнал красного карлика. Вся надежда на него. Сухпайков я заработал неплохо так денег. Купить керфура или прокачать базу. Выбор трудный, но я его сделал. Я нуждаюсь в хорошем собеседнике, который выслушает и поймет меня. В обработанном сигнале мне попался космический хит. Видимо, даже у них там есть понятие музыки. Может, вы еще скажете, что они разумны? Приятно, что с пожирания старых консерв мой персонаж хоть немного, но заряжается энергией. Новое достижение. Купите керфура. Я достал эту махину из коробки. Не знаю, как она там уместилась. Включил керфура, а он куда-то поехал. И мои 500 монет успешно съебали. Такие внезапные обсеры я ловлю постоянно. Так что привыкайте, что я буду также постоянно пихать их вам в экран. Ладно, надеюсь, это не новый вид развода, и керфур вернется ко мне. Время от времени чиню по 1-2 сервера. Они постоянно выходят из строя. Качал стабильность трансформаторов на несколько уровней. Взял губку и начал драить свою комнату. Выглядит уже намного лучше. Пока спать не хочется, решил помыть и остальную часть базы. Мой керфур застрял где-то около стен базы. Слава богу, он вернулся. Выключил его и оставил отдыхать. Нашел, как включить свет в коридоре. Для уюта перевесил в гараж постер с котом. Какого-то хрена в моей базе объявились тараканы-мутанты. В целом страшного они из себя ничего не представляют, но их можно есть. Оставшееся время потратил на разбитие ящиков у входа. Потратил немного денег на прокачку. Нашел сигнал и пошел спать. Ночью случилось то, чего я так боялся. Я проснулся и пошел проверять причину звука. Оказалось, что выключился рубильник. Единственное, что меня смутило – пропажа манекенов. Они словно провалились под землю. Сейчас это скорее хорошая новость. Наконец, вся база принадлежит мне. Узнал, что можно регулировать громкость прослушивания. В сигнале не было ничего интересного. В начале дня спокойно собирал и перерабатывал мусор с ящиков. Почти 400 монет за одну доставку. В ежедневном задании доктор Бао запросил уже целых 2 диска 3-го уровня. Слишком быстрый темп для меня, учитывая, что я и с одним диском-то не очень успеваю. Планирую свой маршрут на сегодня. Попутно покупаю рюкзак и много мешков мусора, дабы опробовать свой план по заработку. Рюкзак здесь работает как хранилище. Сундук, который ты можешь надеть. В него помещается в 2 раза больше, чем в мой инвентарь. Доехал до первого телескопа. В игре понемногу начинает просачиваться рутина, спасением от которой будет создание робота-помощника, который сможет за меня собирать отчеты и приносить их прямо в руки. Вторая вышка. Опустошил бочку в дупле, откуда я все не мог выбраться. И доехал до последней. Основная задача выполнена. Интересный факт. Сидя на квадроцикле, в середине экрана появляется такая странная полоса. Вот и живите с этим. В лесу встретил такую странную кучу. Меня немного напрягло, что игра не смогла сохранить игру. Я подумал, что происходит какое-то событие, ведь во время них нельзя сохраняться. Сохранился вручную, и пока я это делал, мой квадроцикл уехал без меня, из-за чего он немного поцарапался. Пройдя вдоль забора по узкому проходу, я увидел табличку с надписью «Ограниченная зона». Выглядело так, словно сама игра хочет, чтобы я залез сюда. Перелез через забор, и моему взору открылась новая локация. Интересно, могу ли я здесь вообще находиться? В лесу стоял заброшенный каменный дом. Внутри, помимо крови и пентаграммы на полу, было пусто. Остальная часть леса ничего из себя не представляла. Чуть ближе к базе был пляж с пристанью, а на дне озера была дыра. Рядом с ней что-то лежало. Оказалось, это сейф. Я не мог просто взять и занырнуть на такую глубину. Я просто начинаю всплывать. Пока все, что я могу сделать, это запомнить это место. В магазине было много различных предметов. Может, там и акваланг найдется? До него далеко, ведь у меня нет денег даже на прокачку базы. Подготовил отчет и купил газировки. Все по традиции.
словно бьется сердце дьявола. Более 500 очков за сухпайки. Деньги просто сыпятся из карманов. Жаль осознавать, что так больше не будет. Я продал абсолютно все. Радар прямо на краю карты улавливал что-то враждебное. По ощущениям, это где-то возле той дыры в заборе. Потратил 500 монет на прокачку всего понемногу. Уже выглядит довольно солидно. Я доволен. Еще 200 очков с отчета. Почти все слил в базу. На оставшиеся очки заказал крюк. Возможно, с его помощью я смогу подцепить сейф и вытащить его. Пока доставка шла, по максимуму тратил время с пользой. В моем подвале была запертая железная дверь, за которой было много мяса. Не стал убирать этот стул. Возможно, на нем здесь все и держится. За ящиками лежал чей-то уже разложившийся труп. Так дело не пойдет. Тараканы из ящиков начинают становиться проблемой. Видя такие горы трупов, я начинаю бояться, как бы они не выползли отсюда наверх. Надвигается полномасштабная война. Забрал крюк. Осталось понять, как им пользоваться. Первой миссией было доставание карты из того самого бункера. Про нее я уже знаю довольно давно. Уже сам не помню откуда. Пару неудачных попыток и... успех. Теперь я могу открыть двери сюда. Уже обрадовался, но вторая дверь на ключ-карту не реагировала. Попробовал повводить коды, но единственным правильным решением было выбить дверь. Только я зашел сюда и начал осматриваться, как дверь захлопнулась. Сама из себя комната представляла очередное складское помещение. Догадался открыть дверь и подпереть ее стулом. Лутался я себе, значит, как вдруг меня переместило в какое-то измерение. Больше это место походило на закулисье с множеством проходов, бесконечными стенами, а главное, жуткой атмосферой. Если честно, мое очко поджалось так, что я сидел в метре от монитора. Я боялся, что из прохода в момент вылезет какая-нибудь ебанина и захуярит меня. По ощущениям, я иду по верному пути, ведь на нем мне встретилась красная светящаяся рожа. Страх нагонял меня еще сильнее, ведь здесь действительно бродят твари. Бродил я по этому лабиринту словно вечность, и на пути мне не встречались ни выход, ни даже живущие здесь черти. К тому же моя стамина стремительно падала, что напрягало меня еще сильнее. В конце концов окончилось все тем, что игра решила крашнуться к хуям, и мне пришлось перезаходить. К моему облегчению игра сохранилась ровно до того момента, как меня телепортировало. Я был в полнейшем ахуе, как и этот стул, ведь даже его сломали, что он перестал держать эту дверь. На замену ему поставил ящик. Вернулся домой. С бункера я взял инструкцию по изготовлению омега-керфура. Он требовал просто космическое количество ресурсов, но надо с чего-то начинать. Пока буду выделять нужное второсырье для крафта его частей. Доделав все дела, ушел в кроватку, но даже там меня достало что-то нехорошее. У меня такое чувство, будто меня чморит сам разработчик. Ночью мне все не спалось, я постоянно просыпался и что-то проверял. Признаки паранойи начали проявляться. Пока ходил в туалет, меня чуть не ёбнула та тварь с лабиринта. Похоже, теперь он будет преследовать меня повсюду. Отныне даже на базе я не чувствую себя в безопасности. Мое желание это просто забиться в уголок, где меня никто не будет трогать. Я был настолько обосран, что уже не хотел спать. Придется начать этот день с не самым лучшим пробуждением. Дальше будет хуже. По классике поставил сигнал на обработку, нашел новый и оценил задачу на сегодня. Хорошим способом отвлечься будет переработка мусора. Но даже здесь плохие новости. Как оказалось, эти металлические банки из-под еды нельзя переработать. Очень странно, учитывая возможность переработать банку из-под газировки. Этим утром все мои опасения подтвердились. Тараканы подняли восстание и поднялись ко мне из преисподни. Теперь придется бороться за свое существование здесь. Отправился в самое логово тараканов. Старался давить всех попавших под ногу. Перерабатывал мусор с подвала. Решил, что лучше оставить банки в мусорке на случай, если найду им применение. Еще немного и скоро я смогу закрывать глаза и рисовать эту карту у себя в голове. Заправил байк и с утра пораньше отправился колесить по телескопам. Пока колесил, получил достижение за отбитое вождение. Заехал на трансформатор. С собой я захватил много рулонов, а это значит, что мой план в действии. 88 мешков мусора, и в это место можно хотя бы без труда зайти. Пока искал телескоп и разбился несколько раз. Пришлось вернуться к дыре, чтобы починиться. В моей голове горит желание утащить этот громоздкий генератор к дому. Также здесь я пропустил множество всего интересного. Диск. Возможно, содержит информацию о том, что это за дыра. Пришел я, значит, записать хэш-код, а телескоп не работает. Неужели трансформаторы все-таки вышли из строя? Пока ехал, опять стал доказывать игре, что все сохраняется. И мой квадроцикл уехал чинить трансформаторы без меня. Я не тупой. Просто какой-то умник придумал забиндить клавишу слезания на Escape. Из-за чего для того, чтобы зайти в меню, тебе придется слезть с сиденья. Заехал домой, дабы скинуть мешки. У центрального трансформатора выяснил, какой конкретно вышел из строя. Отправился по этим флексящим проводам. Встречало меня еще одно засранное помещение. Какое очарование. Перезагрузил трансформатор. Рядом с ним была, кстати, вот такая кровавая куча. Попинал ее немного и оставил в покое. Внутри была комната с черной жижей, на которой я несколько раз подскользнулся. Благодаря этому нашел детали, которые вроде как были в инструкции омега-керфура. Не стал их брать, пока не проверю. Продолжил я собирать хэш-коды, а телескопы все равно не работали. Не понял,
Почему так? Проверил состояние трансформаторов. Все в норме. Может, это какое-то очередное событие? Оказалось, что при отключении трансформаторов вырубаются рубильники в подвале. Включив их, все снова заработало. На втором телескопе снова решил срезать путь и прыгнул прямо на квадроцикл. Я истекаю кровью, но почему-то в моих мыслях даже не было того, что я сейчас умру. Зашел в воду и кровотечение остановилось. Закончив с отчетами, вернулся домой. Я потратил слишком много времени. Решил закинуть диск, который я нашел у дыры. Наполнение заинтересовало, закинул его в обработку. На втором диске было словно чье-то дыхание, или же я просто сам себе на уме, и это просто космический ветер. Встретил огромного таракана в гараже, они уже начинают претендовать на мою еду. Отправился разбираться с ними в подвал, и кажется нашел, где они прячутся. Куча мелких таракашек бегает прямо по потолку и падает мне прямо на голову. Это начинает перерастать в глобальную катастрофу. Я уже собрал достаточно компонентов, чтобы начинать творить. Мне довольно хорошо заплатили за мои доставки. После сегодняшнего дня отдал приоритет стабильности трансформаторов. Пока что изучаю, какие еще товары есть в магазине. Продолжаю точить тараканов как семечки, но это выглядит как отчаянная попытка оттянуть неизбежное. Идея собрать мусор с трансформатора меня не покидала. Уже стемнело. На улицу идти страшно. На базе работа кипит. Пока доломаю оставшиеся ящики. За ними, кстати, была приныкана целая канистра бензина. Вот уже собираюсь снова отправить заказ, а дрон опять оффлайн. Какого черта? Он что, каждый день будет отключаться, что ли? Пока лес испугался своей рожи. Заметил какие-то непонятные приколы с ветродуями. Вроде кажется, что баг, а может это такая фича. Я поставил на обработку диск из той самой дыры и немного прихуел от его веса. Это ж сколько времени он будет улучшаться. Полагаю, что из-за этого я завтра не успею выполнить квоту. Я хожу кругами и не понимаю, чем мне заняться. Повсюду одни возможности. Хватило меня только на долбежку. Решил пойти разведать, как там дела у тараканов. А дела у них грандиозные. Набив полностью желудок, отправился переваривать их. Игра еще ни разу не обделила меня ночными событиями. Проснулся в холодном поту. На улице мрак. Радар не фиксирует никакой опасности. Но можно ли ему доверять? На почте висело лишь старое сообщение от доктора Бао о невозможности триангуляции моего местоположения. Я очень тщательно осмотрел базу и кроме бургера ничего не нашел. Набрался смелости выйти на улицу. Не считая неадекватного количества светлячков, на улице было довольно спокойно. В 12 часов уже подоспело новое задание, ничем не отличающееся от прошлых. Лег обратно спать, и в очередной раз мне снится кошмар. Я стою в запертом помещении, со мной лишь стул и стол со всем его содержимым. Ощущение, будто эти стены сужаются. Хотя, постойте. Они действительно намереваются раздавить меня. От безысходности сел прямо в стол, и стены оттарабанили меня. Несмотря на это, на утро я проснулся в хорошем настроении и с грандиозными планами. Сделать как можно больше сегодня дел. Сигнал спустя целую ночь так и не обработался. Заметил, что теперь все, что я нахожу, автоматически сохраняется в компьютере. Удобная вещь. Возможно, мне придется еще переслушивать сигналы, чтобы понять их смысл. Прокачал обработку на 2 левела в надежде, что я успею выполнить сегодняшнее задание. Эти двери словно капканы. Я постоянно открываю их, а потом сам натыкаюсь. Изляпал весь пол. На всякий случай использовал свою единственную аптечку. Если честно, то топливо уходит довольно быстро. Не успеваю я заправить его до 100%, как тут же в ход идет уже следующая канистра. Помнится мне, что там было какое-то улучшение на квадроцикл. Только вот стоит оно немалых денег. А пока что придется сливать все канистры, что попадутся под руку. На полке нашел газосварочный аппарат. Интересно, нужен ли он мне? Я уже изрядно устал собирать эти хэшкоды. Отчасти это происходит из-за таких моментов. Встретил забор, не похожий на тот, что стоит по периметру карты. Скорее, здесь будто что-то оградили. Не с первого раза, но все-таки смог перелезть через него. Больше это место было похоже на ритуальное. В центре лежала записка. Судя по всему, это место призыва дьявола. У ящиков мирно лежала лопата. Доделав задание, возвращаюсь домой. Здесь меня уже ждал полностью обработанный сигнал. От радости смог выкрутить соединение с планетой на все 100%. Настал тот самый момент прослушивания диска с дыры. Сейчас я наконец-то узнаю все ее секреты. Но прослушав половину сигнала, я услышал это. Не знаю, можно ли назвать это скримером, но я жутко обосрался от громкости этого ужаса. И ради этого я потратил столько времени. Большую часть времени я провожу на этом верстаке, ведь количество мусора в этой игре не знает границ. Из-за этого по своей глупости я случайно переработал записку с хэш-кодами. Неужели придется снова ездить по этим телескопам? Нет уж. Я вспомнил, что все консоли соединены, и со спокойной душой переписал все коды в новый лист. Пора отправить Керфура работать. Должен же он как-то отрабатывать свою цену. Впервые выезжаю второй раз за день.
Моя цель доехать до трансформатора и остаться целым. Пока ехал недалеко от дыры, заметил такую кучу. То ли меня подвела внимательность, то ли я начал сходить с ума, но я не помню, чтобы она была здесь. Жаль, у меня нету лопаты, чтобы раскопать ее. Продолжаю свой проект по очищению трансформатора. Под кучей мусора были кости и записка. В ней было написано про напоминание о кулерах. Видимо, видеокарта в магазине это не просто прикол от разработчика. Напихал в свои карманы все, что смог. Мои мысли все никак не покидал этот генератор. Мне все хотелось забрать его на базу. Не знаю зачем, но в любом случае там он будет полезнее. Дотащил его до ближайшего телескопа и понял, что это дело не быстрое. Буду разбавлять его между днями и по чуть-чуть тащить его. Добрался к вечеру и заметил следы бардака. Кто это сделал? Возможно, кто-то пробрался на мою базу. Сигнал похожий на музыку. Скоро я смогу выпустить свой космический альбом. Чуть не потерял ту записку с рецептом кулера. Слава богу, я про нее вспомнил. Все сырье, которое я крафтил, лежало на полу. Разложил все по ящикам, чтобы не спотыкаться. Меня очень смущали столь грязные окна в моем кабинете. Надо бы найти способ отмыть их. На заработанные деньги купил еще мешков и коробок для дисков, так как они уже подходят к концу. Решил опробовать свое новое оружие в деле. Кстати, я нашел более эффективный способ разбивания этих деревяшек. С ящиков вышло еще больше тараканов. Переехал кого смог и ушел спать. Эта игра умеет удивлять. За всю ночь меня даже никто не разбудил. Заметил интересный факт. Если у тебя максимальный уровень выносливости, то даже несмотря на это, толчок все равно прибавит еще 5 очков. Сегодня в планах у меня убраться раз и навсегда в трансформаторе. Мне уже нравится скорость загрузки сигналов. Прям радуется глаз. На почту мне пришло сообщение от доктора Бао. Не совсем понял, почему моя продуктивность оставляет желать лучшего. Ведь я выполняю все их поручения. Но премия в 300 монет все равно приятна. Раз моя продуктивность его не устраивает, отправился с самого начала собирать хэш-коды. Но из-за столь сильного мрака разбился насмерть. Не знаю, почему я забыл про фары, но смерть помогла мне вспомнить. По пути заехал на трансформатор. Если честно, он уже стал вторым домом для меня. Пока копался в мусоре, смог отыскать походные ботинки. Как я понял, они будут больше защищать меня от падений. На верхней полке шкафа, кстати, лежали важные для крафта Керфура запчасти. Даже так мешков мне не хватило. Долго не мог найти последний телескоп, ведь он находился вдали от дороги. Заметил, что теперь для выполнения квоты нужно на один диск больше, но и оплата возросла. Может, я начал быстрее собирать хэш-коды, или у меня на базе просто нечем заняться, но я начал чаще выезжать. Отправился снова в бункер. Хочу убедиться, что помимо ящиков и хлама здесь больше ничего нет. Оказалось, что инструкция на бумажке была написана лишь для меня. Основную инструкцию, необходимую для крафта, я пропустил. Одна из главных вещей найдена. Мой Керфур так и не вернулся ко мне, но я, помнится, слышал какие-то стуки на улице. Возможно, это его колес дело. Нашел этого бомжару у помоек за базой. Он был полностью разряжен. Попробовал разобрать его на верстаке, и действительно я смог получить нужные для крафта запчасти. Я до сих пор помнил про сейф. У меня накопилось уже довольно много денег. Возможно, прокачка базы может и подождать. Съездил проверить, все ли с этим сейфом в порядке. И тут мне пришла в голову мысль. По умолчанию персонаж начинает всплывать на определенной глубине, но никто не запрещает мне использовать инструменты. Моим планом было зацепиться за дно и попытаться открыть сейф. Я пытался. Правда пытался. Попыток было не сосчитать, но я так и не смог сделать это. А ведь это было так близко. Даже если у меня не получалось добраться до него, то как его оттуда вытащить, я без понятия. Осознав, что эта идея безуспешна, я вернулся на базу. Снова сигнал, на котором ничего нет. Надо привыкнуть, что не каждый сигнал будет необычным. Купил в магазине упаковку таблеток и камеру, что нужна для крафта. Во второй заказ я закинул водолазную маску, однако к ней еще нужно будет купить баллон с воздухом. Схавал пилюли. Ощущения до и после не изменились. Камеру решил пока повесить в гараже. Интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Довольно удобно. Хочу расставить камеры по всем ключевым местам в будущем, чтобы всегда быть в курсе происходящего. Новый сигнал. Настолько напрягся, что аж залез на стол. Деревянные ящики были даже на крыше. Они так и манили меня разбить их. Кажется, я совсем забыл про диски. Они совсем уж лежат без дела. Пока мой Керфур разобран, зачиню сервера дисками. А также проверю, насколько хватит этой защиты. Скормился диски этим автоботом. Отправился к тем самым ящикам на улице. На самом деле на крыше не так сильно ощущается эта опасность. Но при любой панике я всегда был готов сбежать отсюда. Узнал, что можно менять режим фонаря. Не уверен, что это может пригодиться мне. Залез на самый верх крыши. Даже сюда запихнули эти бургеры. Впервые я слышу
такой странный звук. Снова что-то происходит. На радаре была зафиксирована одна точка, которая перемещалась, но была очень далеко. Время уже поздняя ночь, а я продолжаю таскать весь этот мусор. Снеся все до отвала, поел и ушел спать. Каждая ночь казалась все темнее, но это скрашивал фонарь, который я забыл выключить. По классике день начался с отправки контейнера. К слову, сухпайки, которые я нашел в бочке, уже подошли к концу. Доход все меньше и меньше. На 8-й день я наиграл почти 8 часов в эту игру, и до сих пор мне попадается сбор хэш-кодов на телескопы, в которых я ни разу не был. На счету денег уже хватает хоть на 2 таких баллона. Сегодня я достану этот чертов сейф, а пока прокачусь по точкам. Еще немного протащил генератор, и тут меня осенила идея. Я могу взять свой крюк и подцепить генератор к квадроциклу и быстро привезти его домой. Мой баллон уже доставили. В моменте у меня крашнула запись. Осталось только то, как я доставал сейф. Он оказался довольно тяжелым. Не знаю, как я собирался его доставать без снаряжения. Заодно проверил дыру здесь. Это было похоже на задницу дьявола. Прыгнуть я туда не решился. Вдруг засосет. На чистом дне росла подозрительная коряга, а под ней была кирка. Похоже, лопаты и кирки здесь не просто так. Хотя она и не ломала камень, я уверен, что есть что-то, что я могу добыть. Сейф оказался закрытым. Для его взлома мне потребовалось около 15 минут. Приходилось на интуиции и опираясь на звуки крутить ручку в разные стороны, пока он не открылся. Внутри лежал модуль Омега ИИ. Такой мне нужен был для крафта головы Керфура. Довольный вернулся домой. Еще один громкий сигнал с помехами. Здесь есть одно интересное место, где я мог применить кирку, но для того, чтобы туда попасть, мне была необходима... тыква? Решил немного отвлечься от рутины и отправиться туда. Я приехал к самому дальнему телескопу. За ним была вот такая пещера, проход в которую закрыт. Только я успел бросить тыкву, как тут же появилась какая-то многоножка скалопендра. Я зашел в это логово. Многоножка куда-то исчезла. В пещере было много грибов и гнездо. Дошел до перехода на другую локацию, но меня почему-то не впускало. Перезашел в пещеру и смог пройти дальше. Я оказался внутри. Принял решение, что пока не увижу что-то страшное, буду по максимуму изучать ее без паники. Дошел до черных стен. Стало еще темнее. Впервые нашел вот такой кристалл, больше похожий на уран. Не знаю, радиоактивен ли он и могу ли я вообще стоять рядом с ним. Если мне станет хуже, я обязательно сброшу его. Дальше был тупик. Вернулся на развилку. Свернул в другую сторону. Здесь очередная развилка с зеленым кристаллом. Мне пока достаточно и того, что я добыл. Понять бы, для чего он вообще нужен. Некоторые проходы были настолько резкие, что без падения не обойтись. Я шел очень долго. Менялся лишь цвет стен. И в конце концов я очень сильно разбился. Ничего, дойду до этого места и спущусь с помощью крюка. Оказалось, что пещера рандомно генерируемая. Впервые мне попался белый кристалл. Выглядит он куда безопаснее. Некоторые проходы были настолько узкие, что я еле помещался в них. По пути я встречал еще больше таких кристаллов. Конечно же, я собирал все на своем пути. Я добрался до какой-то дыры. Прыгать туда было самоубийством. Гениальным решением было скинуть туда лампу. Теперь я без главного источника света, ведь фонарик в отличие от нее садится очень быстро. Буквально на одном хп спустился к нему. Но я умер от кровотечения. Моя третья попытка собрать хоть что-то из этой пещеры и выйти живым. Мне пришла в голову мысль, что если я не смогу вернуться, то отключу урон от падения и спущусь в самый низ, чтобы посмотреть, есть ли у нее конец. Я спускался очень долго, по ощущениям минут 20. На глубине я услышал какой-то странный звук, будто появилось какое-то существо. Учитывая, что за столько времени я ничего страшного здесь не видел, из-за этого звука мои планы посетить глубины уехали на второй план. В конце оказался тупик, но обратно я не смог вернуться из-за резкого спуска. Пришлось загрузиться и в последний раз попробовать спуститься. После 10 минут бесконечного спуска нашел кладезь этих зеленых кристаллов. Оказывается, они могут спавниться в таком огромном количестве. После лютой беготни по тупикам зашел в настоящий тупик. Больше проходов нет. Неужели это и есть конец пещеры? Я огорчен. Возвращаюсь обратно на базу. Не понимаю, как мне добыть кристаллы и вернуться с пещеры живым. Возможно, я сюда еще вернусь. Попутно собрал отсюда все, что смог. Сигналы уже как будто начинают повторяться. Меня очень смущает столь малая скорость загрузки. Скорее всего, причиной тому игнорирование поломок серверов. Чтобы сбалансировать это, прокачал еще несколько уровней. До меня дошло, что губкой я могу протирать и окна. Пусть и занятие это долгое, но рано или поздно я отмою их. Заодно вымою оставшуюся грязь на базе. Пока занимался делами, совсем забыл про отчет. Не факт, что я бы успел его выполнить в любом случае из-за скорости оборудования. Посмотрите, какая красота. Хотя бы могу наблюдать, что происходит в округе. Чтобы не бегать за водой, набрал ее в ведро и пошел убираться по дальним комнатам. Перевесил плакат, чтобы скрыть трещину на стене, и чтобы было напоминание купить кофемашину. Почти до самого утра я драил комнату.
поэтому поспать успел недолго. Вы просто посмотрите, насколько чище стало в туалете. Жаль, нельзя обновить душ, а то выглядит он не очень-то презентабельно. Заметил, что вся картошка, которую я складывал сюда, испортилась. Получается, что действительно лучше пользоваться холодильником. Поспал еще часик и отправился хлестать газировку. Мигом отправился заниматься отчетом, дабы не повторить вчерашние ошибки. Признаюсь, я забыл включить урон от падения обратно, но я не занимался абузом этого. Лишь в моменте, упав с большой высоты, я пойму, что забыл вернуть его обратно. На трансформаторе нашел шапочку из фольги. Теперь я неуязвим. Еще один бессмысленный сигнал. Оказалось, что эти пластиковые шторы можно переработать во второсырье. Оно будет куда полезнее здесь. Таким образом, я начал собирать буквально все, чтобы проверить, что я еще умею перерабатывать. Настал тот самый момент, когда я принялся за сборку Омега Керфура. Соберу пока хотя бы несколько частей, чтобы сэкономить место в ящиках. Скрафтил голову и грудь. Продолжил очистку окон. Мне показалось, или они пачкаются сами по себе. В магазине заказал металлоискатель, ведь у меня есть лопата. Решил опробовать и понять его работу. Нашел свой первый клад. Наверное, у меня есть шанс откопать что-то куда более ценное. Неподалеку от бункера откопал аж целый диск 3-го уровня. Вот это уже то, что надо. Третий раз откопал камень. На сигнале был рисунок. Не совсем понятно, что это, но оно было огромных размеров. Отправил его в отчет. Может, там мне скажут, что это может быть. Красная точка до сих пор каждую ночь появляется там. Хочу попробовать повесить туда камеру. На почту мне пришло сообщение о незаконченных хэш-кодах. Видимо, я случайно закинул бумажку с прошлого дня. Обычно я проверяю только наличие кодов там, а не то, от каких они телескопов. Пришлось в спешке отправлять отчет, ведь остался всего 1 час. Нашел какой-то сигнал черной дыры. Довольно странно ловить сигналы оттуда. Лег спать с молитвами, что дрон успеет отвести коды. По итогу я опоздал. Пиздец, уже второй день подряд я проваливаюсь по квоте. Мне нужно быстрее починить скорость загрузки и обработки. По классике отправился ранним утром по хэш-кодам. И не поверите, я нашел всех манекенов, что пропали с базы. Не знаю, кто их сюда убрал, но я ему благодарен. Пока ехал до следующего телескопа, нашел заброшенный дом. Раньше я его здесь не замечал. Единственный вход в него был через крышу. Судя по всему, я попал в жилище охотника. Повсюду были трофеи животных, которых я здесь не встречал. Зайдя в другую комнату, вдалеке я услышал чей-то вой. Надеюсь, это существо не обозлилось на меня за то, что так ворвался в ее покое. Нашел здесь еще одну лопату. Под красным кустом лежал череп животного. Я хватаю все, что вижу здесь, ведь мои мародерские привычки никто не отменял. Под кроватью я заметил топор. Наверное, по сравнению с другими инструментами сейчас он будет самым полезным. Выход отсюда был такой же неочевидный. Пришлось через доски и мебель пробираться на чердак. Кое-как выбрался через дыру. Отправился к той самой куче. Мой металлоискатель действительно что-то фиксировал, но как оказалось, это была просто груда костей. Как обычно, заехал на еще один трансформатор напихать в рюкзак мусора. Сразу под телескопом Ромео была еще одна куча гравия. Здесь также было что-то закопано. Откопал старый деревянный ящик, в котором лежали шаровые шарниры. Вот это уже куда лучше костей. Постарался откопать как можно больше таких сундуков. Из-за нехватки места здесь пришлось даже оставить канистру. Заехав на еще один телескоп, добрался до самого последнего трансформатора, в котором я оставил детали, необходимые для Омега Керфура. В 2 шагах отсюда лежал скелет и что-то закопанное. Оказалось, это радиоактивная капсула. К такому я был не готов. У меня сразу же начал темнеть экран, а я умирать. Загрузился и решил подготовиться. Попробую сразу его закинуть в хранилище. Может, так он не будет фонить так сильно. Мне становилось все хуже, даже когда он был закопан. Быстро переложил его в мусорку. Не понимаю, выживу ли я после такого вообще. Быстро погнал на базу. Первым делом заказал упаковку таблеток. Пока ждал, закинул ядро в крафт Керфура. Надеюсь, так он излучать радиацию не может. Съел упаковку таблеток, уже стало лучше. Но все равно не понимаю, что со мной. Решил все-таки купить сильно дорогущие препараты, но так хотя бы я буду уверен, что выживу. Съев эти препараты, мне полегчало. Топор действительно имба. Всего за 5 ударов я могу сломать ящик. Также он просто офигенно взламывает двери. Разбил все ящики в бункере всего за пару минут. Думаю, следующей задачей будет стройка пассивного дохода, дабы не зависеть ни от продажи, ни от сигналов. Я хочу заняться постройкой своей майнинг-фермы. До ночи я все ходил кругами, перерабатывая и продавая мусор. Из-за того, что я довольно рано лег спать, проснулся в 2 часа ночи. Деньги очень сильно нужны, а я не знаю, что мне уже и продать. Пришлось попрощаться с пивом и продать его. В будущем, когда у меня будет много денег, я обязательно забью им все свои полки. Сигнал с черной дырой наконец загрузился. На нем было записано что-то похожее на мрачную музыку. Резко мне выдали достижение, и все засверкало. Я немного обосрался. 5 мегабайт.
этот сигнал будет обрабатываться вечность. Я уже начинаю привыкать к столь темным ночкам. На кухне у меня не работает кран и духовка. Надо будет заняться их починкой позже. Задетектил неопознанный объект, похожий на корабль. В магазине пришлось заказать еще одного Керфура, ведь мне не хватает частей для создания омега-версии. Начал сборку ног, и все детали были готовы. Выложил все на стол и собрал своего омега-Керфура. Решил покрасить его в синий цвет. Офигел от количества функций, которые он может исполнять. Попробовал дать ему задачу принести хэш-коды, и он, сломя голову, полетел их собирать. Изучив майнинг-ферму, я понял, что для ее создания нужно купить каркас за 200 деревянных. Оказывается, я могу наблюдать за Керфуром через камеру в нем, что несказанно радует. Закинул обработанный сигнал черной дыры. Ничего не изменилось. Хотя этот сигнал и без того достаточно загадочный. Раз теперь у меня столько времени, отправился на трансформатор. Здесь мне еще нужно будет доломать все ящики. Узнал очень странную вещь. Оказывается, я могу подбирать такие вот мусорки в инвентарь. При этом они вмещают в себя очень много места. И даже заполненные они весят столько же, сколько и пустые. А это значит, я нашел нереальный мега-абуз, баг, фича, называйте как хотите, который позволяет мне практически иметь бесконечное место в инвентаре. Пусть все это и работает через костыли, но все же это довольно имбовая тема. Я не знаю, могу ли я этим пользоваться. Здесь что не баг, то фича, но постараюсь особо таким абузом не заниматься. Радостный поехал домой. Теперь я буквально могу под ноль обчищать все места и продавать все это. Звучит вроде круто, но этот мусор все равно стоит считанные копейки. Заказал себе стойку для видеокарт. А это значит, что мне придется еще миллионы тратить на сами видеокарты. А значит, где-то их надо мне брать. Не особо отчаявшись, отправился к дыре, где запылесосил еще кучу мусора. Сказал я, что особо пользоваться помойкой не буду, но вскоре вы поймете, что это не так уж и сильно ломает игру. В один момент с какого-то фига мои радиотелескопы стали шуметь как бешеные и направляться по заданным явно не мной координатам. Я уж подумал, что сюда кто-то летит, но нет. Похоже, это просто кто-то прикалывается на моей базе. Поэтому я с каменным лицом продолжил пылесосить дыру. Спойлер, я настолько увлекусь этим, что очень многое отсюда продам. И вскоре об этом ой как сильно пожалею. Пока ехал на базу, ко мне прибежал Керфур и прямо на ходу запрыгнул в тачку. Так что вернулся я уже не один. Приехала мне, кстати, такая бандурина, рассчитанная, если не ошибаюсь, на 16 видеокарт. Не знаю, где я столько возьму. Начал прослушивать сигнал с космическим кораблем. Здесь был разговор о том, что это будет весело и что они все исправят. Это то, что я искал. Я действительно очень доволен сегодняшним днем, и пришли ли они сюда с миром. Заказал первую видеокарту. Для нее еще нужно сделать кулер. Снова моя вышка вышла из строя. Жаль, Керфуру нельзя приказать отправиться и починить ее. Пришлось ползти самому. А вот и она, родимая. Не знаю, насколько она мощная. Наверное, если моя ферма будет реально огромной, то она будет шуметь на всю базу. Принял решение разместить ее в подвале, но я очень устал. С нетерпением доделаю все дела завтра. Ночь полна сюрпризов. Я опять ловлю бессонницу. Иду проверять, что произошло. Внезапно из серверной раздался звук. Этого мне не хватало. Аккуратно расчекиваю каждый угол, морально подготавливая себя к скримеру, но никого здесь не оказалось. Получается, что стук шел с вентиляции. Как хорошо, что я собрал омега Керфура. Теперь я даже ночью могу поручить ему задание, а сам буду крепко спать. К утру 12-го дня меня больше ничего не тревожило. Дотащил майнинг-ферму до темного закоулка. Очень хорошо, что провода хватило. Эффективность 10%. Неужели она уже работает? И снова сигнал с непонятными колебаниями. Взял лопату с металлоискателем и пошел бродить по округе. Нашел какой-то ржавый шлем. Не думаю, что он сможет заменить мою шапочку. Второе, что я откопал, стаканчик. Мигом потерял все желание откапывать сокровища. Денег нет, продавать нечего, а майнинг-ферму надо хотя бы запустить. Решил воспользоваться возможностью отката улучшений. Откатил устойчивость фильтра. Понял, что для того, чтобы сделать хотя бы один кулер, нужно купить 2 батарейки с суммой в 300 монет. Пришлось пожертвовать стабильностью трансформатора. Забрал батарейки и скрафтил на верстаке свой первый кулер. Мигом отправился устанавливать его. Оказалось, что для того, чтобы вставить видеокарту, необходимо добавить сюда слот. Благо его роль здесь играла металлическое второсырье, коего у меня было достаточно. Официально запуск майнинг-фермы прямо сейчас. Как я понял, на один кулер приходится 2-3 видеокарты. Нужно заказать еще. Продаю весь мусор, что натаскал с трансформаторов, да и в целом все, что хоть что-то стоит. Откатил еще немного улучшения. Впервые пробую починить плиту. Ничего не понимаю. Действую интуитивно. Немного словил затуп на этом моменте.
моменте. Подумал, что здесь нужен еще какой-то предмет и отложил эту затею. Мне пришла в голову идея продать к чертям все огнетушители, что висели на базе, кроме огнетушителя в подвале. Купил еще одну видеокарту. В перспективе я примерно умножал на максимальное количество видеокарт. Коих здесь, я напоминаю, может быть 16. Как я понял, в этой печке я могу сжигать определенные предметы и получать с них топливо в канистру. Меня осенило, что здесь есть механика кредитов. В целом процент кредита меня устраивал. Выбрал план займа D. К сожалению, я не могу отправить ее вместе с отчетом. На нее просто нет места. Придется отправлять ее отдельно. Переработал пустые канистры в металл, ведь они явно не пригодятся мне в таком количестве. Отправился на трансформатор, чтобы забрать их и отсюда. Сегодняшний день выдался не очень-то продуктивным. Я бегал туда-сюда в каком-то хаосе, не зная, чем себя занять. Почему-то мне заплатили деньги за мой отчет, но займ так и не оформили. Возможно, я чего-то не понял. Заметил у себя на базе подозрительно свисающую вентиляцию. Возможно, именно там и живет мой барабашка. Начал херачить в нее стулом, но она не падала. Тогда я хотел было попробовать подцепить ее крюком, но лишь притянул себя к потолку. Более того, я случайно оставил его там. Тогда я решил пододвинуть стол, но его было недостаточно. Хотел поискать в гараже предметы, имеющие коллизию, но и это безуспешно. Решил пока подумать под хрюканье сигнала. Поставил уже третью видеокарту. Я продолжал кидать стул в надежде, что она упадет. От отчаяния взял чемодан и кинулся со всей дури. Вот так ебануло. Я не понял, что взорвалось. Благо, огонь не разошелся по всей базе. Оттуда, кстати, мне выпала свинцовая труба. Совершенно бесполезная вещь. Случайно узнал, что если положить череп животного в микроволновку, произойдет что-то страшное. Я освободил твою душу. Покойся с миром, друг. Проснулся почти в 4 часа. В кабинете стоял, настраивал сигналы. Как вдруг на мою почту начали валиться уведомления. Кто-то скинул бомбер, подумал я. Но за окном я увидел силуэт, похожий на корабль. Вышел на балкон, чтобы осмотреть его получше, и он исчез. Красная точка с каждым днем все ближе ко мне. Я столкнулся с дефицитом электронного второсырья, а накопать его довольно сложная задача. Решил провернуть схему, накупить побольше дисков и их переработать. 4 диска равняется одному второсырью. Все-таки я не ошибся. Кто-то засирает мои окна, причем изнутри. Не может же быть у меня настолько грязно в помещении. Переработал в диски в хлам и скрафтил дополнительный кулер. Я уже даже не дослушиваю эти сигналы, если не слышу там ничего интересного. Внезапно на радаре промелькнула точка прямо у базы, и вдруг сразу исчезла. Потом появилась еще одна с противоположной стороны. Вышел на улицу проверить, что это может быть. Возможно, это просто сбой радара, но я уверен, что кто-то следит за мной. Решил проверить, что с моим Керфуром, а он оказался в чьем-то желудке. Неужели гадина спиздила у меня единственного помощника, которого я собирал столько времени? Я начал выслеживать ее. Взял топор и пошел разбираться. Рано или поздно она должна здесь промелькнуть, и тогда моя ярость настигнет ее. Обойдя всю округу, ничего подозрительного не нашел. Взял квадроцикл и проехался до ближайшего телескопа. С него я пытался высматривать это существо, но безуспешно. Еще раз увидел ее на радаре и быстро выехал на точку. Да она что, издевается надо мной? Все равно нет никаких намеков даже на то, что она была здесь. На радаре ее больше нет. Я без понятия, что делать в такой ситуации. За окном появилось что-то инородное. Или мне показалось. Видимо, это существо как легко появляется, так и легко испаряется. На моей парковке валялось много камней, и мне пришла в голову гениальная идея продавать их. В целом, даже если они окупят сам контейнер, то это уже можно рассматривать как вариант. Догадался залезть повыше, чтобы охватить сразу всю территорию. Может, мне просто не везет, но чувство, будто в такие моменты это существо сразу перестает появляться. Почти 100 монет за камни? Кажется, я открыл новый бизнес. С моей коллекцией бургеров началась беда. Они испортились, а другие вообще начали исчезать. Откатил еще несколько улучшений. Надо что-то сделать с этой корзиной, ведь скоро тараканы будут и на кухне. Закинул всю картошку в контейнер. Отправлю им небольшой сюрприз. Вдобавок закинул пустые банки. Пусть сами разбираются, что с ними делать. Теперь на радаре рандомно появляются уже 2 точки. Немного пригрозил им трубой, чтобы боялись меня. При проверке Керфура заметил, что он лежит где-то в кустах. Неужели его отпустило? Оказалось, это было прямо за моей базой. Случайно нашел чью-то могилу. Жаль, нет с собой лопаты. Нашел Керфура, и он внезапно исчез. Не найдя его в кустах, увидел, что он валяется прямо на дороге. Вспомнил, что мне еще надо отчет отдавать. В панике дал Керфуру листок. Теперь вся надежда на него. Моя ферма, к слову, расширяется в геометрической прогрессии. Правда, пока от нее одни убытки. На часах уже 8 часов. Я отправляю отчет. Я уже испугался, что потеряю еще один день.
Как же все-таки приятно наблюдать за Керфуром, чинящим сервера, сидя в кресле. Оказалось, что в моем отчете нужен еще один диск. Скорее всего, я уже не успеваю. Надеюсь, хоть день пойдет зачет. Опять что-то происходит. В последнее время я слишком много чувствую. После небольшой пробежки по базе все-таки смог уснуть. Случайно проснулся ровно в 12 часов. Офигел от того, сколько у меня денег. 430 монет и плюс 200 премии. Стоял, вспоминал, за что мне столько дали. И вспомнил, что закинул маску с аквалангом в продажу. Учитывая, что здесь всего одно глубокое озеро, они мне больше не пригодятся. Купил себе видеокарту и ножовку. О последней я расскажу чуть позже. Внезапно рубануло электричество. Отправил Керфура на починку. Я не перестану говорить, что Керфур это лучшее, на что я потратился. Прокачал скорость загрузки до максимума. Теперь сигналы загружаются за считанные секунды. Этой ночью просплю всего ничего. Придется купить энергетиков. Проснулся, улыбнулся и снова рутина. Вышка опять навернулась. Ничто не бодрит так, как утренний прохладный воздух. Регулярно посещаю майнинг-ферму, получая приятный бонус. Что-то я уже засиделся. Пора скатать по округе да собрать мусор на продажу. Пусть этот трансформатор не такой засранный, мешков не хватило. Приятно, что за такой небольшой промежуток времени сигналы успевают загружаться. Вот в ход пошла ножовка. Мега имбовая вещь, ведь благодаря ей я могу получать горы второсырья. Вернулся на второй заход. Я не успокоюсь, пока полностью все не обчищу. За трансформатором, кстати, нашел вот такой биотуалет. Правда, пользоваться я им не могу. Настолько захотел все обчистить, что сломал все ящики и даже распилил полки. С моей криптофермы я заметил, что трансформаторы начали износиться быстрее. Скорее всего, когда мне будет хватать денег на все, мне придется ее отключить. На этой неделе я должен по максимуму выполнить все отчеты. Оказывается, распиливать можно и ящик, что привозит дрон, когда я что-то покупаю. Новый обуз, новый способ заработка. Правда, заниматься исключительно этим, покупая по одному диску в заказе, я не собираюсь. Скрафтил очередной кулер. Их стоимость просто зашкаливает. Меня поражает, как много ресурсов приносит распил. Настолько, что решил спилить все мусорные контейнеры здесь. Пока был на рабочем месте, услышал подозрительную активность радара. Взглянул и прифигел. Похоже, вторжение началось. Уже успел подготовиться и позаниматься своими делами, а точки на радаре стали не то чтобы ближе. На пару часиков лег спать, как ни в чем не бывало. И даже так от них была видна максимальная пассивность. Решил сделать шаг вперед и посмотреть, кто же это может быть. Поднявшись наверх, увидел вдалеке еле заметные фиолетовые огоньки. Не знаю, что это такое, но они не сильно ломились сюда. Так что забил на них. Проверю днем. Забил уже весь нижний ряд видеокартами. Эффективность составляет уже 55%. Как я понял, если в сигнале пишет что-то кроме слов не обнаружено, значит при обработке на нем что-то будет. Такая вот груда металла теперь красуется у меня здесь. Отправив Керфура за отчетом, лег спать. Сразу же сел прослушивать сигнал. Ничего не понятно, но очень интересно. Почему-то Керфур без каких-либо команд начал просто ходить по округе и время от времени пялиться мне в окно. Зайдя в комнату, увидел, что крыша вентиляции упала. Попытался ее поставить на место. Теперь в моем потолке будет зияющая дыра. Оказывается, я могу управлять Керфуром. Правда, для этого нужно купить специальное оборудование на базе. Пока стоял на улице, увидел манекен. Какого черта он здесь делает? Подумал, что он живой и двигается, когда я на него не смотрю. Но на все мои попытки выяснить это, он стоял как вкопанный. Лучшим решением будет избавиться от него. И нет никаких проблем. В коем-то веке взял металлоискатель и пошел копать ямы. Вспомнил, что здесь в кустах была могила, но почему-то теперь ее нигде нет. Возможно, она была галлюцинацией. Еще одного манекена я встретил за базой. Может, это какой-то квест от этих деревянных ублюдков? Опять я без дела. Сел на квадроцикл и поехал бороздить невиданные просторы. Рядом с телескопом недалеко от КПП нашел статую козла. На статуе была надпись. Видимо, этот козел какая-то важная реликвия в этом месте. Вдруг заиграл мрачный эмбиент. Что-то даже днем здесь не по себе. Чуть дальше была очередная точка интереса. Небольшой квадрат, ограниченный забором. Здесь была оставлена записка. Судя по всему, она была написана каким-то немецким мужчиной. Здесь было сказано, что у него нет никого, кто бы мог разделить с ним такую жизнь. Он оставил координаты чего-то ценного. Нужно обязательно проверить это. Еще небольшой листочек. Зеленые кристаллы, свои руки на сварочном аппарате. Что это еще за ребусы? Также здесь было еще много бумажек и чертеж радиоактивной капсулы. Видимо, той, которую я использовал для крафта Керфура. За ящиком нашел счетчик Гейгера. Я не мог оставить настолько хороший ремкомплект на 10 использований, но и в инвентарь положить его не могу. Придется бросками докидать его до базы. Встретил очередного манекена в камнях. Совсем им не сидел.
заблудиться. Сначала сбежали с базы, теперь разбежались по всей карте. Донес набор до дома. На площадке заметил заказ, который я явно не заказывал. Оказалось, это подарок от моих коллег. Видать, переживают за меня. Суши будут очень кстати. Хоть немного разноображу свой рацион. Немного вернул обратно стабильности трансформаторов. Как-никак нагрузка на них постоянно увеличивается. Как раз их вырубило. Все-таки эти манекены живые и действительно втайне от меня передвигаются. Решил обрубить его существование своим топором. Разобрал поддоны в деревянное второсырье. Керфура, как и Света, до сих пор нет. Похоже, что-то случилось на станции. Отправился проверить, в чем все-таки дело. Он не смог пройти через заколоченные доски. Попутно насобирал отсюда всякого хлама. Расколотил доски, чтобы впредь такого не было. Пока занимался делами, за холмом услышал звук бьющегося стекла. Пошел проверить, но ничего подозрительного не нашел. Вернулся домой. Как раз обработался сигнал. Полагаю, я словил сигнал бедствия, и надо оказать им поддержку. Что ж, держитесь там. На радаре появились две точки с довольно высокой скоростью. Влил немного денег в улучшение радара. Последнее время нужно не спускать глаз с него. Отправился спать. Приснился сон, где какие-то черные мужики пытались меня поймать. Их было очень много. Приходилось бегать по периметру. После какого-то времени меня выкинуло, и я вылетел полностью бодрым. Оказывается, сны можно проходить. Еще даже не наступила полночь, а я уже готов работать. Прекрасно. Осталось занять себя на ночь. Ища сигналы, перерабатывая мусор, досидел до 2 часов. Заметил, что мой Керфур потерялся. Жаль, у меня нет дистанционного управления. Вместо него почему-то выбрал фильтр шторма. Очень хотел вернуть его обратно. Вышка снова вышла из строя. Не лучшее время. Пришлось в ночь и сырость лезть чинить ее. Отсюда увидел вдали уже голубые огоньки. Как я понял, появляются они только ночью. Для того, чтобы найти клад того немца, мне необходимо знать координаты. Заказал карту, где эти координаты показываются. В целом удобная штука. Однако ее нельзя смотреть на сиденье. Попробовал прикрепить ее с помощью гвоздя. В моей голове это выглядело немного иначе. Они уже пробрались ко мне в помещение. Я, конечно, все понимаю, но они перешли границу. Сломал всех манекенов поблизости. Выдвинулся за Керфуром. Он застрял максимально наиглупейшим образом. Поехали с ним обратно, и я немного не справился с управлением. Мой любимый Керфур, как чипсинка, разлетелся на куски. Собрал по частям его в рюкзак и поехал дальше. Быстро починил его. Теперь как новенький. Продолжаю закупать все для прокачки фермы. Раскидал весь хлам по ящикам, да и в целом навел здесь порядок. Новый заезд на трансформатор. Распилил здесь все, что было. Керфур явно захотел добавки, но теперь с ним я ехал на очке. Кстати, доски я оставил. Вскоре поймете зачем. До самой темноты продолжал продавать хлам. Моя криптоферма имела уже довольно солидный вид. Все переживаю, что она перегреется. Опять что-то не дает мне поспать. Начал осматривать все подряд. Даже вышел на улицу, но так ничего и не нашел. Нашел еще один поющий сигнал. Только я хотел спать, как начался движ. В комнате вдруг стало светло. Вырубила один трансформатор. Какого-то хрена в моей комнате перестала работать гравитация. Постойте, она перестала работать везде. Там же сейчас улетят мои предметы в гараже. На всех парах понесся спасать предметы. Абсолютно все на базе начало левитировать. Предметы в гараже в безопасности. Как только вот теперь не потерять что-то. Увидел какой-то свет за мостом. Начал догонять его, но быстро одумался, что это не лучший вариант. Где там этого чертова Керфура носит? Пришлось самому отправиться на починку подстанции. Подъехав к ней, заметил вдали странные объекты. Неужели это они? Как только я стал ближе, они резко исчезли. У них здесь был целый лагерь. Судя по всему, они собираются построить дом на дереве. Внезапно из леса послышались шаги. Это был Керфур. А я уже испугался, что это пришельцы. Бегут ломать мне лицо. Придется все-таки стерпеть такое соседство. У меня даже нету оружия. Приехал домой и запустил электричество. Мне нужен отдых. Проснулся. Заметил, что в моем холодильнике куда-то делись замороженные креветки. По всей базе был бардак. Этот день я выделю на уборку. Мои подстанции стабильно стали вырубаться, что стало неприятной проблемой. Для удобства решил перенести машину с едой в коридор, поближе к газировке, а то в эту комнату я почти и не захожу. Дотащил эту тяжелую махину, и коридор стал менее пустой. В гараже творился хаос. Я даже не знаю, с чего начать. Аккуратно поместил все консервы в ящик. На самом деле в скором времени они закончатся, и тогда начнутся проблемы. Роллы прекрасно восстанавливают как и голод, так и бодрость персонажа. Я продолжаю вливать как можно больше денег в стабильность электроэнергии. Выехал немного проветриться. Доехал до дыры. Хотел проверить, сможет ли детектор что-то найти здесь.
Откопал детектор аномальной активности, только призраков мне тут не хватало. На дыру, кстати, детектор не реагировал. Возвращался домой и вспомнил, что когда-то давно я хотел привести генератор на базу. Этим я сейчас и займусь. По пути наткнулся на светлое пятно. Здесь лежала записка. Судя по всему, она принадлежала местным ученым, что изучали дыру. Попробовал что-нибудь откопать здесь. Пусто. Заехал за крюком. Попробую реализовать свой план. Кое-как прикрепил генератор к квадроциклу. В целом схема рабочая. Хоть я и боялся, как бы он не пришиб меня. Очень страшно, знаете, когда за тобой на скорости несется столь тяжелый объект. Осталось лишь найти ему здесь место. Была мысль поставить его в подвал, но если я его туда затащу, скорее всего обратно уже не вытяну. Освободил складскую комнату. Оставлю его здесь, пока не придумаю применение. Заказал себе швабру на 3 сотни, чтобы отмывать всю грязь было проще. Надраил генераторную, гараж и даже коридоры. В общем-то, поработал на славу. Снова приснился такой же сон. Хотя бы с моим опытом я смог залезть уже на первую ступень. Но оступился. С утра затолкал генератор. Почему-то мой FPS на базе становился все меньше. Боюсь представить, сколько кадров у меня будет на последних днях. Я абсолютно не имею понятия, чем мне нужно заниматься. У меня буквально нету никакой цели. Взял квадроцикл и поехал навестить тот домик на дереве. Стройка здесь идет полным ходом. Возможно, мне стоит подружиться с хозяевами. Ведь злые соседи станут лишь помехой. В самом домике был какой-то сундук. Я попытался открыть его, но сработала сигнализация. Я быстро побежал с места преступления, и вдруг за мной что-то побежало. Это что-то имело лишь еле заметные очертания. Оно толкнуло меня и убежало. Что ж, не лучшее знакомство с инопланетными соседями. Проехался немного в лес. Нашел забитый колодец. Не смог разбить его ножовкой. Ехал вдоль границы, пока не доехал до такой вот странной штуки, больше похожей на двигатель корабля. Также неподалеку была вот такая странная свеча, с которой я никак не мог взаимодействовать. Чуть не упал в глубокую яму. Там внизу что-то виднелось, но если я туда упаду без крюка, я уже не выберусь. Чуть дальше была река. За границей стояла какая-то смотровая вышка. Было бы неплохо попасть туда. Воткнулся в еще один забор. За этим забором был какой-то необычный лес. Здесь был знак и пару ящиков. На них лежала почти доеденная пицца, упаковка кофе и записка. Оказалось, это тестовый полигон с новыми деревьями, которые добавят в следующих обновлениях. Больше в этом месте ничего не было. Они просто повсюду. Я уже перестаю удивляться их появлению. Сегодняшняя поездка была довольно хорошей. Как обычно, собираю отчет. Скоро уже день выдачи премии, а я до сих пор не пропустил ни одного дня. Решил заказать себе часы, чтобы поставить их в гараже, дабы не бегать к компьютеру. 13-я видеокарта. Шум с моей фермы уже немного слышно на этаже выше. Решил убраться в подвале. Позже, возможно, я оборудую его под какой-нибудь склад или еще что-нибудь. Заметил, что мясо с моего холодильника куда-то делось. При этом вход в него только один, и то он не открывается. Теперь тут намного чище. Убрался в оставшихся частях базы. В моем коридоре стоял негодующий манекен. Может, дать ему ведро и швабру, чтобы он хотя бы приносил пользу. Спилил каркасы кроватей. Гостей я здесь точно не жду. На кухне кто-то выставил башню из пластиковых стаканов. Решил немного развлечься. Попался второго раза. Я продолжал бездельничать, лишь иногда сдавая ящики дрону, и понемногу скупал видеокарты. От безделья начал пилить все вокруг. Позже я хочу переоборудовать эту комнату. Сидя в кабинете, заметил, что кто-то начал бросаться камнями в окно. Хорошо, что оно бронированное. Кошмаров и других ивентов с каждым днем становится все меньше. Не важно, кто мог кидаться камнями в окно, важно то, что я могу эти камни продать. Починил вышку, понаблюдав за красивым восходом солнца. Красная точка совершенно в противоположной стороне. Вроде как это недалеко от запретной зоны. Вспомнил, что могу калибровать сервера. Все сервера были уже довольно в плачевном состоянии. Видимо, из-за этого моя скорость загрузки так упала. Узнал, что этим радаром можно пользоваться и ставить метку в определенное место. Поставил метку и решил посмотреть, что это может быть. Доехал до домика на дереве и затем уперся в забор. Я не совсем понимаю, по синей или красной стрелке мне нужно равняться. Поехал вдоль забора. Наткнулся на что-то металлическое. Какой-то шкаф. Кажется, чтобы его открыть, нужно что-то вставить в эту секцию. Поехал по красной стрелке. Добрался до дыры. Спустился вниз. Здесь лежала неизвестная кукла и пончик. К слову, этих кукол на карте еще 2. Обязательно найду их. Сохранился перед тем, как есть пончик. И не зря. Он телепортировал меня прямо на базу. Доехал до тестовых деревьев. Хочу разбить здесь эти деревянные ящики. Благо мусорки позволяют мне все сразу собрать. Заметил, как манекен двигался прямо при мне. Он смог даже как-то перелезть сюда через забор. Вернулся к тому самому дому. Хотел собрать отсюда все, что смогу. Но здесь было много бесполезных вещей. Вернулся домой. Теперь эта проклятая игрушка будет лежать здесь. Постойте-ка. Что за гудеж слышен в моем подвале? Ах да, это же моя на максимум прокачанная майнинг-ферма. Залез на крышу базы. Оказалось, я далеко не все здесь нашел.
нужно это исправлять. Я придумал идеальный способ ускорять процесс продажи. И поспал часик, и продал товар. Второй раз отправляюсь ночью на вылазку. Сам себя испугал, когда узнал, что здесь есть сигнал. Моей целью стал этот запретный лес. Ходят слухи, что здесь появляется загадочный костер, потушив который случится что-то невообразимо страшное. Самое время проверить. Перелез забор. Пока ходил, почувствовал себя жертвой Слендера. Осталось развесить записки. Вдруг среди деревьев я увидел зеленый свет. Это действительно был костер. Было такое ощущение, словно он манит меня. Мой персонаж начинал сам идти к нему, а мои глаза было не оторвать. Я взял огнетушитель и стал героически тушить его. В какой-то момент он начал издавать крики и постоянно взрываться. Вроде бы я и потушил его, но по ощущениям здесь стало еще опаснее. Вернулся домой. Надо перевести дух. За столько времени мне попадались только такие сигналы, где был лишь какой-то шум даже с 3-м уровнем обработки. Наконец купил солнечные батареи на квадроцикл. Осталось купить улучшение на дистанционное управление, и у меня будут все модули базы. Утро 20-го дня. Я снова врубаю электричество. За ночь ферма успевает нафармить около 250 монет, что довольно высокий показатель. Чувство, будто некоторые сигналы уже повторяются, меня все не покидает. Второй параметр, который я докачал до максимума. Надеюсь, отныне трансформаторы не будут так часто вырубаться. Снова брожу в округе с металлоискателем. Откопал кактус в горшке. Вдоль дороги было закопано довольно много различных кладов. Откопал в кустах старый чемодан. В нем были чьи-то останки. Доехав так до самого трансформатора, починил его. Домик на дереве почти достроен. Внутри лежал какой-то непонятный предмет. При попытке взять его он ударился током. Также здесь лежал постер. И он настолько мне понравился, что я решил взять его в качестве платы за проживание на моей земле. Он будет отлично смотреться в моем гараже. Пришел новый подарок. Целых 5 круассанов и записка. Судя по содержанию, это подарок от Инары. Мои хорошие подружане. Круассаны нужно съесть как можно скорее, пока они не испортились. Свет снова выключился, а Керфура на базе нет. Пришлось собрать шмотки и отправиться к трансформатору. Плюс этого места в том, что я здесь почти не бывал, и собирать здесь до сих пор есть что. У трансформатора было закопано достаточно кладов, в одном из которых была вот такая странная вещица. Ядерная кукла. Надеюсь, это просто коллекционная игрушка, и она не убьет меня своим излучением. На базе я проверил ее счетчиком Гейгера. Она полностью безопасна. Ей можно отлично пользоваться в качестве источника света. Похоже, трансформаторы совсем перестали справляться с работой. Только я перезагрузил один, как тут же вырубило другой. Деньги ударили в голову. Решил в край ебануться и купил радио с баскетбольным кольцом. На улице увидел прямо перед входом резиновую уточку. Видели бы вы мою реакцию на нее. Настолько игра запугала меня, что я опасаюсь даже эту милую безобидную игрушку. Решил, что лучшее место для нее – этот прекрасный пруд. Повесил кольцо прямо здесь. Осталось лишь докупить к нему баскетбольный мяч. Если честно, я ожидал, что здесь будет встроенная музыка. Однако ее нужно загружать сюда самому через проводник. Еще один необычный сигнал. Для чего-то прокачал до максимума историю радара, так как она была довольно дешевой. К вечеру ноги уже не держали меня. Я очень устал. Все то время, пока я спал, он наблюдал за мной. Они действительно умеют нагонять крепоты. Деньги с фермы текут рекой. Плюс я постоянно что-то продаю и отправляю отчеты. Я постоянно сливаю их то на прокачку, то на мусорные мешки. Вы даже не представляете, какого говна я себе там назаказывал. Я начал транжирить деньги на игровые автоматы. Также купил эти светящиеся палочки, ведь освещения на улице нет. Не смог разобраться с тем, как их повесить. Оставил все как есть. Автомат будет находиться в этой комнате для отдыха. Подготавливаюсь к очень дальней и опасной поездке. Заехал на трансформатор и собрал весь мусор в пакеты. Кстати, этот пакет лежит здесь не просто так. К слову, это тот самый мешок с кучей мяса. Он необходим для получения какой-то коллекционной вещицы. Для этого необходимо закопать его под этим телескопом в месте, где находится надпись, и вернуться сюда ночью. Основной же задачей являлась попытка попасть за пределы карты. Без каких-либо проблем еду в сторону КПП, где я когда-то начинал игру. Откуда-то в этом лесу валялись куски плоти, что очень нехороший знак. На всей скорости примчал в КПП. Здесь была искореженная дверь. Пришлось выбить ее топором. Внутри не оказалось чего-то необычного. Сплошной мусор. Попытался уехать подальше от забора и испугался неожиданного появления невидимой стены. Все-таки границы карты имеются. Я ехал вдоль этой стены и, заехав на высокий холм, нашел здесь зеленую аргемию. Отсюда открывался прекрасный вид. Дальше невидимой стены начинался туман. Вернулся обратно. Ведь находиться там, особенно к вечеру, большой риск. Собрал подготовленные мешки и распилил все, что смог. Оказывается, можно превратить в пластик и этот туалет. По максимуму упаковался и вернулся. Раз уж я собрал почти всех аргемий, осталось найти последнюю. Она находилась на дне вдоль реки. Нашел ее.
Все 3 штуки собраны. Оставил все хламье на базе и поехал проверить домик моих соседей, Ариралов. Заприметил офигенный постер. Долго мялся и по итогам не решился его взять. Уж больно меня смущало то, что в него были воткнуты ножи. На костре у них лежал еще один постер. Опять потерял отрывок записи. Купил себе наконец кофемашину. Вместе с ней заказал 3 упаковки креветок. Оказывается, ариралы любят ими похрустеть. Возможно, я смогу предложить им обмен постеров на еду. Прокачал последний модуль своей базы. Дистанционное управление. Теперь даже если Керфур где-то застрянет, я смогу вручную привести его сюда. Пока покупал улучшения на базе, каким-то боком стал кому-то должен. Надеюсь, деньги из меня выбивать не приедут. К моему благу моя майнинг-ферма исправит любые проблемы с деньгами. Но даже так она до сих пор себя не окупила. Стабильность серверов и скорость обработки отныне на максимальном уровне. Выспался, и до рассвета мои телескопы вновь сами по себе начали настраиваться. В кабинете никого нет. Получается, это происходит само по себе. На радаре снова 2 красные точки. Если я куплю дрон, то смогу проверить, что они из себя представляют. Судя по всему, телескопы были направлены на Луну. Было бы неплохо, если при отправке коробки с отчетом доктор Бао отправлял бы ее обратно. Погода хмурая. Задает соответствующее настроение. Словил какой-то прикол от разработчика. Видимо, он хотел не только сломать мою мораль, но и мои уши. Пока я спал, кто-то успел стащить креветки с упаковки. Приехал в домик. Внутри лежали 2 большие бандурины. Очень захотел их присвоить себе. Но как бы меня самого из них не испепелили. Как бы там ни было, попробовать стрельнуть никто не запрещал. Я ожидал, что сейчас я лазером срублю пол леса. Но оказалось, что это просто водяной пистолет. Проверил, что за плакат лежал в костре. Это был какой-то непонятный обрезок. Думаю, вполне хорошая сделка на 2 упаковки креветок. Все не мог придумать, куда его повесить. Ведь где бы я не вешал, смотрится он ужасно. Закрыл еще одну трещину в комнате. Знали бы вы, как меня задолбали эти манекены, бродящие прямо по моей базе. Прикол в том, что даже если их уничтожить, то после загрузки они реинкарнируются. Решил попробовать избавиться от него с помощью печи. Пламя разгорелось, и изнутри пошли звуки. Неужели он ожил? На всякий случай сходил за топором, чтобы даже если он оттуда выберется, я мог дать ему отпор. Сжигая этого чудика, я мог заполучить немного топлива, но не разобрался с управлением. После сжигания от него не осталось и духа. Я заказал целых 5 упаковок креветок, дабы задобрить ариралов. В моих целях выменять у них все, что меня интересует. Скинул все пачки и забрал постер. От любопытства потрогал яйцо, но оно было слишком горячее. Просто интересно, есть ли способ взломать этот ящик? Неудобно получилось. Вернулся домой. Мне приехала сумка на пояс. Она увеличивает мой инвентарь на 50%. Повесил плакат в своем кабинете. Попробовал приготовить кофе в кофемашине. В целом довольно имбовая штука. Решил прокатиться на квадроцикле до захода солнца. Недалеко от той самой статуи козла на валунах заметил лежащий шлем. Вроде как в магазине такой стоил около 1000. Вернувшись на базу, купил ковер и вот такую вот полку, чтобы добавить уюта и шарма здесь. Решил, что лучше всего она будет смотреться именно тут. Ковер был довольно маленький. Его одного здесь явно недостаточно. Хотел выложить сюда коллекционные игрушки, но после того, как я поставил синюю аргемию, она зависла и перестала реагировать на какие-либо действия. Пришлось перезагрузиться. Первая моя вылазка в ночь. Я поехал до телескопа Сиера, в место, где я ранее закопал мешок с мясом. Взял с собой часы, чтобы не пропустить тайминг. Пока ждал полуночи, тренировал пользование крюка. Оказывается, эти телескопы частично не имеют коллизии. Время пришло, и из земли появилась рука. И эта игрушка Эйри словно восстала из мертвых. Очередной коллекционный предмет найден. Раз я стал настолько смелым, решился отправиться разузнать, что за красная точка с самого приезда по ночам здесь маячила. Однако, проехав аж до пещеры, я никого не встретил. Пещера, кстати, была открыта. К слову, она обычно закрывается после выхода. Здесь, как обычно, никого нет. В гнезде лежала часть какого-то алтаря. Призыв страшного монстра в этой игре. То, что надо. В центре гнезда, прямо из воздуха, как ни в чем не бывало, появилась стрёмная игрушка. Объехал пещеру и увидел вот такой странный синий огонек. Вблизи рассмотрел его. Он не кажется каким-то агрессивным. Сначала я подумал, что это какая-то загулявшая шаровая молния. Главный секрет этой точки раскрыт. Теперь я спокоен. Пользуясь поводом, решил заехать и на ветродуй. Внутри была очень высокая лестница наверх. Наверху было небольшое помещение с механизмом. Здесь можно было залезть еще выше. Вид отсюда просто шикарный. Очень страшно отсюда наебнуться. Возле ветродуев занялся поиском клада. И кажется, я нашел тот самый клад чувака с бункера. Внутри были части удочки и множество самых разных наживок.
Полная имба. Сразу же отправился собирать ее. Надо будет уделить день, чтобы отправиться на пристань и порыбачить. За 400 очков купил наручные часы. Одна из самых полезных вещей здесь, ведь знать время всегда очень полезно. Решил залезть на этот шар. На его вершинке был очередной бургер. Из-за того, что я ночь не спал, время от времени я ходил часик-другой вздремнуть. На вышке заметил, что один из фонарей перестал работать. Залез на него. Кто-то додумался напялить свой бургер прямо на лампочку. За столько дней я почти не затрагивал сигналы, ведь они стали однотипными и во всех случаях представляют из себя помехи. Благодаря своему мастерству управления крюком начал лазать везде подряд. Решил попробовать залезть в вентиляцию и проверить, не сдох ли там мой барабашка. Я действительно смог пролезть сюда. Она не представляла из себя ничего необычного, пока я не дошел до этого места. Куча мусора, ведро и даже стул. Видимо, я действительно рассекретил чью-то базу. Здесь была записка. Тот, кто ее написал, похоже, раньше работал здесь. Он был напуган, ведь видел какую-то страшную фигуру. Что с ним произошло потом, неизвестно. Наконец накопил денег на дрон. Теперь смогу в безопасности наблюдать за всеми здешними существами. Оказывается, все это время на входе у меня висела камера. Если бы не это странное граффити, которого раньше не было, я бы и не заметил ее. Само граффити я стирать не стал. Рисунок выглядит довольно неплохо. Сама камера была довольно паршивенькая. Я уже на стадии смирения к этим бездушным деревяшкам. Уже пугает больше то, что я к ним привык. Но все-таки я продолжаю экспериментировать с ними. Может, это поможет. В спокойной обстановке опять персонаж начал волноваться. Бродил по базе в поисках чего-то мистического. Зайдя в гараж, до меня вылетела какая-то хрень. Вот уж чего такого я не ожидал. Если честно, я подумал, что это реально живая сущность. Кто бы это ни был, но ставить эти качели прямо в моем гараже и в мой квадроцикл — это уже перебор. Поставил своего нового кента у себя в кабинете. Снова попал в пока что самый любимый кошмар, ведь я знаю, как его пройти. Восстановив бодрость, взялся за дрон. Его управление хоть и не сложное, но довольно костыльное. Первым делом взглянул на себя со стороны. Почти ничего не увидел. Я продолжаю скупать упаковки креветок. Оказалось, что у меня есть репутация с ариралами. Не знаю, на каком она уровне, но судя по всему, тот пришелец — это их рук дело. Взялся за молоток и попробовал вновь присобачить карту к байку. Вроде работает, но как будто немного криво. Принялся за разборку этой конструкции. Доски с нее пойдут на очень важное дело. Вскоре узнаете, что я буду мастерить. Моя прокачка базы уже скоро вся будет зеленая. Я постоянно сливаю в нее все то, что успеет намайнить ферма. Каким-то образом эта игрушка переместилась с гаража прямо на мою кровать. На радаре вновь непонятные точки. Игра зачем-то выдала достижение объект в лесу. Не знаю, к чему это, ведь я сижу на базе тише воды и ниже травы. Вышел на крышу. Может, этот объект появился где-то неподалеку? Поставил метку на радаре и решил отправиться к ней. Карта вроде не падает, но чуть я перегазую, и она явно слетит. Заехал в домик и раскидал креветки. Все-таки карта вылетела, когда я врезался в дерево. Вернулся домой. То ли я опять ехал в другую сторону, то ли эта точка исчезла, но радар больше ничего не засекает. Пока мне не особо есть чем заняться. Занимался поиском коллекционных игрушек. Многие из них я находил в интернете. Ведь даже за несколько сотен дней я бы и в теории не догадался подняться дроном по этим координатам, чтобы сбить невидимую игрушку в воздухе. Оказалось, это была еще одна ядерная аргемия. В отличие от прошлой, она светилась пурпурным цветом. Вернулся к той самой дьявольской поляне. С собой у меня был металлоискатель и лопата. Может, я смогу выкопать его заживо. В последнее время мне явно не хватает приключений на голову. В центре поляны было пусто. Однако ближе к забору мой детектор начал пищать. В камнях я откопал вторую часть алтаря. В следующий раз приеду сюда с топором и заберу все ящики. Дроном летал по линиям электропередач. На одной из них спрятана какая-то руна. Нашел что-то похожее рядом с трансформатором. Заказал себе для удобства такое мини-хранилище для дисков. В скором времени буду уделять им все основное время. Вспомнил про колодец. С собой у меня был топор. Разбил доски и упал вниз. На дне были кости и крюк, видимо такого же скалолаза, как и я. С помощью этого крюка вылез и отправился к тому самому столбу. Спустя множество попыток я временно сдался. Мне пришла в голову идея попробовать сбить ее дроном. И почему эта идея мне раньше не приходила в голову? В одном из шкафов в подвале кто-то оставил мне такой подарок. В записке было лишь это. Не могу не согласиться со словами здесь. Хронометраж этого ролика почти переваливает уже за 1,5 часа, а я нахожусь здесь всего половину от заданного времени. К слову, весь хронометраж занял у меня порядком 50 часов, из них вы увидели лишь 24. Оставшееся время уйдет на разработку второй, заключительной части. Выражаю благодарность, если вы досмотрели этот ролик до конца, ведь порой подача материала не оправдывала мои ожидания, ввиду отсутствия опыта. Однако это видео явно даст мне достаточно знаний для улучшения качества следующих роликов. А на сей пор, до скорых встреч!